Приветствую на канале. В этом видео хочу показать прививку винограда черным в черное и разобрать основные методы, которыми мы пользуемся на своих виноградниках. А именно, такие как прививка прививочным секатором, далее прививка ножами, это у нас в расщеп, капулировка прямая, улучшенная капулировка и окулировка почкой. Прививка секатором это у нас самый простой способ, и по нарастающему будем идти. Буду показывать прививки. У нас сегодня, значит, 25 апреля. Прививку мы начинаем приблизительно с 25 чисел апреля и до 10 чисел мая. Но это не главный ориентир. Больше ориентируемся по приросту на винограде. А именно, когда он составляет приблизительно сантиметров 14-15. И когда уже на нем появляются первые грозди. В это время сокодвижение уже замедляется. Вот я подготовил один рукав под перепрививку и обрезал его для того, чтобы посмотреть, как льется пасока. То есть я обрезал минут 40 назад. Видно, срез зеленый, но с него не течет. То есть, если бы текло, было бы видно. Все, сокодвижение у нас уже интенсивное завершено. И, собственно, в это время можно начинать прививку. Этот был рукав ориентирован, собственно, эти побеги лежали горизонтально. Я их повернул для того, чтобы было удобно прививать. И дополнительно сокодвижение уменьшается при вертикальном ориентировании. Все, и начнем сейчас прививку прививочным секатором. Бытует мнение, что прививка таким секатором не приживается. Много у кого не получается. В принципе, так оно и есть до того момента, пока вы не заточите нож. То есть с коробки, конкретно у нас, секатор резал плохо. После того, как заточили наждачными бумагами разных градаций, он стал резать нормально. И сейчас я покажу результат прививки секатором. То есть вот, например, была прививка осуществлена секатором. И, как видно, она уже прижилась и идет в рост. На этом кустике было сделано 3 прививки. И все 3 уже стартанули. Прививки были приблизительно пару недель назад. В тот момент сокодвижение было еще интенсивное. И, собственно, для того, чтобы у нас сама прививка не заливалась пасокой, были сделаны срезы вот здесь, для того, чтобы был излив лишней пасоки. И на концах побегах. То есть пасока лилась отсюда. И с самой почки, с прививки, все вещества, которые в ней, не вымывались. То есть есть вот такой способ, можно им пользоваться. Также вот еще один молодой кустик. То есть решили его перепривить. И здесь было 2 прививки. Тоже видно, пошли обе. То есть из 5 прижились. После заточки секатор прививает хорошо. И теперь, собственно, приступим уже к самой прививке. Выбрал я вот такое место. Здесь будет удобно обрезать. Обычно режется со стороны почки, сбоку. Так как у нас расположение секатора, ручки идут в эту сторону, придется резать отсюда. То есть с левой стороны от почки. То есть срез нам нужно было делать вообще вот так. Но так как у нас ручки упираются, сделаем с другой стороны. То есть позиционируем нож посередине и делаем срез. Вот так режет секатор. Довольно-таки остро. Когда он не режет, здесь видно, такие белые полосы он оставляет. То есть в данном случае заточка у него, когда нормальная, режет он хорошо. Ну и также ответная часть. Все, теперь делаю такой же срез на привое. Сюда я буду прививать в расщеп. Это у нас аватар. Вот как видно, зелененький, хороший. И делать буду срез от почки с правой стороны. То есть нож
Позиционирую следующим образом. Нужно, чтобы был посередине. Все, и делаю срез. Привой готов. Теперь его нужно окунуть в воду, чтобы он у нас не засыхал. И можно совмещать привой с подвоем. Так как срез мы делали с обратной стороны, почка будет смотреть внутрь куста. Прививка секатором мне нравится тем, что если хорошо подобрать диаметры, то срастается она очень быстро и очень качественно. Все, теперь остается только замотать лентой для прививки и сверху продублировать изолентой. Сейчас покажу. Так как у нас у секатора нож U-образный, вначале нужно сделать один моток изолентой. Был бы у нас омегаобразный нож, было бы проще. Здесь прививка фиксируется за счет кружка и не выскакивает. А так у нас получается она не сильно держится и приходится сделать моточек изолентой. То есть сверху так поджимаю и делаю моток изоленты. Все, и теперь сверху уже, когда у нас прививка зафиксирована, мотаю вот такой китайской лентой. Уже пользуемся 4-й год подряд или 3-й. Нас она устраивает. Все, теперь заматываю прививку герметично, чтобы не попадал воздух. Так как у нас у привоя срезанный верх, его тоже замотаю. При этом почку лентой закрывать не нужно. То есть аккуратно обхожу почку, при этом герметизирую саму прививку. Все, и прививка у нас готова. Получается следующий результат. С помощью изоленты она очень хорошо фиксируется. Ну и сверху продублировав прозрачной, она хорошо прижимается. Ну ничего у нас не болтается. То есть, и так как у нас у прививки диаметры попали, слоя камбия у нас сошлись. То есть мы просто замотали. Ну и теперь покажу следующий вариант прививки. Следующая прививка у нас будет прививка в расщеп. Желательно также подобрать диаметры. То есть если ниже срежем чуть-чуть, вот у нас хорошо подходит. И это у нас будет Зевс. Теперь, значит, привой также у нас вымачивался, как и все остальные. Верх у него запробкованный, заматывать не будем. Ну и, собственно, беру вот так почку кверху на себя и режем со стороны почки клин. С одной стороны и с другой. Вот такой получился клин. Теперь его быстро кидаем в нашу емкость с водой. Лучше всего приживается под почкой. То есть здесь и будем срезать. Срезали. И дальше нужно расщелкнуть наш привой. То есть смотрим, если побег был влево, здесь почка была вправо. Собственно, так же само почку позиционируем в правую сторону. Здесь я уже обычно использую канцелярский нож, потому как им получается аккуратно сделать прорез. Все. Сюда капельку воды. И далее вставляем наш привой. Привой с подвоем у нас совпали по диаметру. Сейчас обмотаю, и вот так вот у нас прижмется прививка. Нужно смотреть, чтобы камбиальные слоя совпадали
привой с подвоем. То есть так совместили. Все, прививка у нас попала. Также, если здесь образовалась щелка, можно канатиком вот так сделать. Прививку обмотать. Это получится у нас более плотное соединение. Также сверху продублируем, когда изолентой. Собственно, у нас прививка здесь хорошо прижмется. Изолентой дублируем для того, чтобы здесь не попадало солнце, где у нас будет срастаться. То есть там, где будет каллус, лучше, чтобы солнце у нас не попадало. Для этого берем изоленту. И изолентой уже хорошо втягиваем наши привой с подвоем. Вот так вот этой изолентой хорошо притягивается прививка. Все, и прививочка в расщеп у нас также выполнена. Изолента хорошо стягивает компоненты и не дает солнцу разрушать каллус. Все, прививка готова. И не забываем на подвое удалить все пагоны. Также те почки, которые будут просыпаться в будущем, тоже удаляем, для того, чтобы наша прививка стартанула. На предыдущей прививке также удаляем почки. Все. И приступаем уже к следующей прививке. Это у нас будет прямая и улучшенная копулировка. Для этой прививки я выбрал вот этот пагон. Собственно, удаляем всю зелень с него. И хочу я сделать прививку в этом междуузле. Также по диаметру подбираю привой. Вот, как видно, в принципе он совпадает. Теперь делаю косой срез. Также идя от почки. Срез должен быть приблизительно 3-4 диаметра. Вот такой длины среза нам достаточно. И теперь, собственно, примеряемся. Беру чуть ниже. Раз и два. Привой закидываю пока что в воду. И здесь уже ножом с обратной заточкой делаю срез. То есть вот так беру, прицеливаясь. Нужно сделать срез чуть-чуть больше. Думаю, вот так будет достаточно. Сейчас примерю. Так, как можно видеть, у нас в принципе два среза по длине совпадают. И если на данном этапе совместить эти два среза и просто примотать, это у нас будет прямая копулировка. И далее улучшенная копулировка отличается от прямой. Это то, что мы делаем зарез вдоль вот этой стенки, откладывая приблизительно треть, если у нас 3-4 диаметра. Если 5 диаметров, то четверть. То есть приблизительно треть это у нас здесь. И далее параллельно делается срез. Приблизительно сантиметра 1,5. То есть вот так делается срез на привое. И такой же делаем срез на подвое. Также откладывая треть, делаем зарез. Все, и теперь можно совмещать прививку. Эта прививка отличается от прямой тем, что у нас дополнительно фиксируется хорошо прививка. И в дальнейшем срастание идет у такой прививки даже лучше, за счет того, что она сама себя натягивает вот этими срезами. Прививка получается данным способом очень плотная. Сейчас, когда изолентой смотается, здесь у нас не будет вообще зазоров. Ну и видим, попадает у нас вверх и низ.
То есть здесь увеличивается и площадь срастания. Ну и, собственно, прививка хорошо держится. Вот. Можно видеть, ее шатаешь. Вот это у нас улучшенная капулировка. Также лентой прохожу для герметизации прививки. Верх у привоя запробкованный, поэтому я заматывать его не буду. Все, и сверху также дублирую изолентой. То есть изолентой получается хорошо втянуть привой с подвоем. Все, и прививка также у нас готова. То есть, как можно видеть, очень хорошо втягивает изолента. И последний вариант прививки, это у нас будет окулировка почкой. Есть у нас вот такой привой, как можно видеть по диаметру, он не попадает. И в таком случае как раз применяется метод окулировки почкой. Желательно выбирать почку там, где нету пасынка. То есть, как можно видеть, здесь вот такой большой пасынок. И нам будет труднее пройти по почке. То есть, здесь будет уплотнение. Желательно, чтобы он был либо маленький, либо вот, ну, когда его практически нету. То есть, но это у нас Lamborghini. То есть, какая почка есть, такую и будем прививать. Все, сейчас покажу, как срезаю щиток. И далее, как уже его прививаем на наш привой. Есть у нас вот такой привой. От почки откладываем сантиметра 1,5 и начинаем делать зарез. Такими покачивающими движениями. Аккуратно срезаем почку. Вот идем вдоль. Здесь вот я сейчас, как говорил, будет пасынок, будет резаться чуть-чуть сложнее. Так, почка у нас начала раскалываться. Значит, это нам уже не надо. Вот, как видно, из-за пасынка, собственно, у нас тяжелее проходится. Ну, ничего страшного. Берем и подрезаем, как нам нужно. То есть раз, подравниваем щиток. Окулировка — это самый сложный для меня в освоении вариант прививки, но довольно-таки действенный. То есть, если его освоить, можно даже с очень тонкие привои прививать на вашем винограднике. То есть ничего сложного. Сейчас окуну воду для того, чтобы не иссыхало. Подрезав аккуратно почку, получился вот такой результат. Все, меня он вполне устраивает. Можно слегка подровнять чуть-чуть вверх, но верх нам получается не сильно важен. Главное, чтобы низ был хорошо срезан. Все, оно ровненькое. И теперь уже делаем надрез на подвое. Так, теперь на подвое удаляем все зеленое, нам не надо больше. И берем под почкой, отмеряем наши по высоте. То есть зарезаться будем следующим образом. И дальше нужно по ширине щитка срезать наш побег и совместить компоненты. Пока что почку кидаем в воду и аккуратно делаем срез. Так, у нас почка чуть толще, поэтому срезаем еще. Тут главное не спешить. Так, внизу зарезался я чуть больше. Видно, низ у нас чуть-чуть не попадает, поэтому почку совмещу вправо. Вот так вот. И, собственно, сейчас замотаем. Когда делается небольшой кармашек, почка не выпадает из него. Здесь у меня не сильно хорошо получилось сделать зарез на подвое. Поэтому по правой стороне совмещу я нашу почку. Замотать ее нужно герметично,
потому как щиток у нас имеет боковые разрезы, и здесь по диагонали нужно хорошо проходить лентой. То есть для того, чтобы у нас почка не иссохлась. Саму почку не заматываем, а проходим только мимо. Все, для герметизации этого достаточно. И также сейчас продублирую изолентой сверху. Белая изолента пока что закончилась. Буду использовать дальше черную. Нужно будет в магазин сходить купить белую. Белая у нас изолента не будет перегревать саму прививку. То есть и вот так вот в конце изолентой уже приматываю окончательно. То есть прозрачная лента больше идет для того, чтобы закрыть саму прививку, а верхняя лента идет для того, чтобы уже окончательно хорошо ее придавить, саму прививку. Все. Окулировка почкой. У нас также прививка завершена. То есть в данном видео я показал 4 основные способа прививки. Это у нас с секатором, в расщеп, прямая капулировка или улучшенная. То есть отличие только в том зарезе на треть. Получается, у нас вставляется и уже хорошо фиксируется прививка. Ну и последнее, самое тяжелое для меня в освоении, это окулировка. Но пока не начнешь пробовать, то и не будет получаться. Поэтому пробуйте, друзья. Вот такие разные способы прививки можно использовать все на виноградниках. И решил показать последнюю прививку, которую делаю сейчас секатором. Вот такое получается соединение. То есть если хорошо подобрать диаметры, вот сейчас покажу, то получается очень хорошая прививка. То есть секатором нам сейчас черным в черное нравится больше всего прививать. Ну и второй по способу применения в нашем участке, это, наверное, в расщеп. Виноград, на который прививал, это у нас сорт памяти негруля. Очень большая сила роста, а также высокий аффинитет. Собственно, что даст нам больше шанс, что прививка приживется. Ну и так как у него сила роста очень высокая, тут паганы в палец, собственно, можно хорошо разогнать лозу. Быстро приживется и быстро пойдет в рост. Замотал прививку. И на сегодня один рукав я полностью перепривил. Остальные побеги уже оставим как есть. И дальше будем некоторые сорта прививать черным в зеленые. Это будет у нас чуть попозже. То есть сейчас у нас паганы там приблизительно 15 сантиметров. Когда они будут там в районе метра, это где-то недели через 2-3, уже будем прививать зеленое. Чуть позже на канале видео покажу. Черным в зеленое прививаем чаще в расщеп. И на этом, друзья, все. Пишите комментарии, как вы прививаете. Будет интересно почитать. Всего доброго. До новых встреч.